Так, сегодня 18 января 2023 года. Продолжаю свою серию роликов, посвященных теме, стоит ли идти в программисты после 40 лет. Ну, эта тема очень достаточно много людей зацепила. Видно, интересно перейти в программисты. Вот тут у меня на этот ролик пришло несколько комментариев, таких вот замечательных. Я сразу хочу ответить на них. Я сегодня, кстати, в белом, потому что на улице погода такая январская, плюс 8 градусов тепла, 93 градусов, 93% влажность. Ну, то есть, конкретно зимняя погода. Вот, поэтому я сегодня в белом, чтобы, так сказать, немножко посветлее сделать погоду. Небо все затянуто тучами. Вот. Так вот, по поводу того, что какая связь между казино, IT, Форексом, криптовалютами, бухгалтерией и финансами. Вот это все специальности, которые как бы по-быстрому бабла срубить. То есть многим людям кажется, что вот пойду в финансисты, в бухгалтера, займусь криптовалютой, Форексом, буду торговать на бирже, пойду в айтишники. Ну, это вот касательно темы ролика. Пойду в айтишники, пусть меня научат после 40. И у меня сразу все, так сказать, будет куча денег, и делать ничего не надо, быстро все можно, так сказать, научиться и работать программистом. На самом деле все эти специальности по теме быстро срубить бабла по крупному. То есть это казино. Вот связь казино и айтишников. Связь заключается в том, что все эти специальности – это просто отношение к быстрому заработку. Казино – пойти, ничего не зная, не умея, быстро срубить бабла. А айтишники тоже, ничего не зная, не умея, за 2 недели, за 2 месяца пройти курсы, устроиться на работу и срубить бабла там, по 2000, по 3000. Вот эти все специальности, где по-быстрому крупную сумму легко можно заработать, это все специальности из одного раздела. Это раздел, ну, его можно обозначить просто казино. То есть там тоже ничего уметь не надо, приходишь в казино, ставишь фишки, и у тебя сразу, так сказать, идет фарт, заработок. Тут та же самая ситуация. Ничего не узнаешь, не умеешь, идешь, так сказать, на курсы, 2 недели это самое, тебя что-то там обучают по-быстрому, ну или там 2 месяца, и ты идешь, устраиваешься на работу и начинаешь снимать эти фишки, курс снимать по 2000 баксов каждый месяц. Вот. Так, чтобы пояснить эту ситуацию, вот я продолжаю серию своих роликов, в которых рассказываю о том, что все это не так просто и далеко не просто. И этим заниматься можно только профессионально и только людям, которым это нравится. Потому что я вот профессионал-бухгалтер, закончил университет, 6 лет отучился на дневном отделении. Кроме того, еще у меня второе образование, физик, я тоже еще 5 лет отучился. То есть еще это самый, медаль у меня золотая, то есть 10 лет в школе отучился. То есть, ну, в состоянии, так сказать, разобраться, в состоянии, опыт большой, 10 лет. И при этом я не могу устроиться на работу по специальности. То есть вот я провел как бы тестовые замеры. В течение, значит, в течение 4 месяцев, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 22 года и вот сейчас январь 23 года, то есть около 5 месяцев. Вот. И я, значит, ну,
так сказать, рассылаю свои резюме. Ну, я уже упомянул, что у меня опыт более 10 лет, образование профильное, значит, профильное, основательное, так сказать, дневное, более 6 лет, 2 образования. Так? Вот. Сам не глупый человек, то есть в состоянии освоить. И при этом вот я за 4 месяца разослал, значит, около 2000 резюме. То есть сайт вот рекомендует, значит, отсылать каждый день по 7 резюме. Ну вот я примерно вот в этом районе, получается, норму выполнил, 2000 резюме разослал. То есть вот сайт рекомендовал вот, ну, с учетом образования, с учетом специальности, около 2000 вакансий за эти 5 месяцев. 2000 вакансий. Вот. Я все на эти 2000 вакансий выбрал из них. Ну, то есть, да, я не 2000 резюме разослал. 2000 это рекомендованных вакансий. Из них я смог из рекомендованных выбрать, как для меня подходящих, вот лично, 728, то есть около 39%. То есть из того, что мне сайт рекомендует, 2000, то есть даже исходя из того, что это подходит по специальности. Вот лично мне, ну, так сказать, по удаленности от дома, по характеру работы, там, по режиму работы, мне подошло только около 40% от этого. То есть 728 откликов я сделал. 728 откликов. Из этих 720 откликов, вот сайт говорит, что на каждые 7 откликов в среднем приходит одно приглашение. Так? То есть 728 делим на 7, это получается, должно было быть, ну, порядка 100 приглашений, ну, в среднем. Ну, 100 приглашений плюс-минус. На самом деле, из 100 приглашений, то есть из предполагаемых 100 мне было всего 7 приглашений. И то они не дошли до собеседования. Ну, то есть где-то я не доехал, где-то меня, так сказать, ну, попросили не приезжать. Вот. То есть получается всего 1% от разосланных резюме может привести к отклику. Так? Вот. То есть я к тому, что вот вы, например, занимаетесь Форексом, занимаетесь криптовалютой, занимаетесь походами в казино, так вот из всех ваших попыток, вот просто по аналогии, потому что все эти специальности, они все, ну, вот из одного раздела. По-быстрому, по-легкому срубить большой куш. Вот. Это все как в атомной энергетике, упирается в то, что для того, чтобы атомный реактор запустить, надо 100 тонн этого урана добыть, и чтобы 1 грамм урана пошел в топливо. Вот у меня получается так же самое. 1% из разосланных резюме, из тех вакансий, из 2000 мне предложили вакансий, вот только 1% из 2000, так сказать, находит отклик. Так же само будет и в айтишной сфере. То есть вот вы получите образование, даже вы выучитесь в каком-то вузе там 5 лет, даже вы где-то поработаете, только 1% из того моря вакансий, которые вот есть сейчас, вот говорят, вот море вакансий, все хотят, вот все это самое, только 1% получите отклик. Поэтому, ну, стоит ли вот заниматься вот такой работой, которая вас не хочет. Надо заниматься той работой, которая вас хочет, которую вы хотите, которая вот в вашей душе, и она вот, ну, вы этим занимаетесь просто потому, что вам нравится. И поэтому вы делаете так, что и это нравится всем остальным. И не вы будете искать работу, а работа будет искать вас. Вот. Вот это касательно, так сказать,
итога. То есть за 5 месяцев получилось всего 1% откликов, который составил там всего 7 приглашений, которые не завершились ничем. Так же самое вы будете проходить курсы. Вот человек пишет, я вот заканчиваю шаг, там это есть курсы, я там заканчиваю такие-то курсы. Это все, так сказать, ну, это все, так сказать, для, как грубо говоря, для посетителей казино. Вот вам тоже кажется, идете вы в казино, я, кстати, в казино ни разу не ходил, но так представляю себе. Ну, в лотерее беспроигрышно играл, поэтому могу представить, как себе. Вот вы берете вот из этого сосуда с этим самым, с закрытыми билетиками, и каждый раз вы думаете, вот вы сейчас сорвете куш, заработаете 50 там, тысяч или там машину выиграете. А на самом деле, в лучшем случае, из 3 билетиков вы вытягиваете 1 билетик на рубль. То есть в лучшем случае вы окупаете те деньги 3 по 50, которые вы потратили, а в худшем просто вот 50 копеек у вас идет в минус. Поэтому это надо иметь просто в виду и, так сказать, не бросаться на вот эти все жареные все эти вот, значит, новости и рекламы, которые вас призывают, говорят, вот буквально там это все из раздела МММ. МММ, эти пирамиды финансовые, казино, айтишники, финансисты, криптовалютчики. Все это для простого человека не нужно, потому что это только отъем у простых, у честных граждан денег. Вот. Простому человеку надо простой какой-то выход иметь, надежную специальность, надежную работу, на которую он точно, вот он золотых гор не будет это самое получать, но гарантированную вот свою, так сказать, свою зарплату получит и накормленный сыт будет. Вот. Ну, вот такой вот, значит, итоговый у меня ролик получился. Не знаю, насколько он будет мотивационным для тех, кто уже решил это делать. Ну, просто вы делаете это, но просто имейте в виду, как оно бывает у людей. Вот, то есть вот 5 месяцев человек потратил, да, и выход нулевой. Вот и вы просто будьте готовы к тому, что потратить придется достаточно времени для того, чтобы устроиться на первую работу айтишную, так? И если вы уже на нее устроитесь, ну, я просто, как бы, исходя из своего опыта, рекомендую очень-очень сильно за нее держаться, потому что следующую получить будет так же трудно, как и первую. Вот. И даже имея, вот, как у меня, например, многолетний опыт работы, потом устроиться будет на следующую работу так же трудно, как и на первую. Поэтому это надо все просто иметь в виду. Я просто сокращаю, экономлю людям время вот такими своими роликами и показываю, так сказать, вот те подводные камни, которые вот в этой рекламной суете, в рекламном этом тумане, они теряются за всем вот этим вот быстро, много, легко. Ничего не быстро, не много и не легко. Все это будет большим трудом, все это будет долго, и все это будет очень трудно. Вот такой вот на сегодня резюмирующий ролик.